Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Злой Кинг Леон, как всегда. Вы в гостях в моей, как бы поприличнее назвать, мою квартирку невзрачную, в моей берлоге. Что мы с вами будем делать? Мы с вами опять дома, поэтому нам надо что-то приготовить. Такое, по-домашнему, да, так скажем. Я опять не готов, я опять бегаю за всякими ложками, вилками. Что домашняя обстановка — это всегда суета. Так, кстати, я использую, не смотрите на фирму, я использую просто топленое масло, топленое коровье масло. Это вообще, вы знаете, что это лучший выбор для жарки чего-либо. Знаете об этом? Я сегодня не буду готовить там по-корейски, как-то еще. Это вообще, это больше по-русски. Или даже по-израильски. Помните, у израильтян, по-моему, есть такое блюдо. Капец, что-то на ше. Как-то яичница как-то называется на ше, помните? Значит, берем, режем помидоры. Кстати, для помидоров нужен довольно острый нож. Шук, блядь. Вообще конкретно я не готов к этому видео был. Шак. Все, я перестану вспоминать. Так, у нас есть, это просто свинина, вырезка, я так понимаю. Свинина, вырезка. Я ее всю бахну, потому что мне еще надо на завтра, на утро. Да, она очень постная, свинина, вырезка. Это реально очень постная. Поэтому надо сюда масла побольше. Сразу подсолить. И сюда же мы отправляем помидоры. Пару помидоров. Сейчас благо сезон. Сейчас помидоры стоят недорого. Я коробку вчера взял 5 килограмм. 5 килограмм за 9 чоников, что ли. Огурцы сейчас вообще уже тоже, огурцы сезон проходит. Огурцы стоят тоже 3 копейки. В общем, живем, как говорится, по средствам, как всегда, в общем-то. Какой сезон продуктов идет, те продукты и кушаем. Мне кажется, это нормально. В современных реалиях особенно, да. Если мы можем это мясо обжаривать вместе с помидорами. Абсолютно ничего страшного нет в этом. Вода будет немного испаряться, сок. Так, лук. Лук у меня красный. Он самый такой, он самый вкусный на самом деле. Вот красный лук я прям очень люблю. Вообще он в идеале для, мне кажется, для салатов, наверное, все-таки, да? Красный лук. Мы возьмем половинку лука. Туда бахнем. Пожарим. А половинку возьмем сырым. Уже потом в самом конце добавим.
Это просто, как говорится, это вот опять же из самых элементарных продуктов. И это никакой не корейский стиль. Это скорее русский стиль. Так. Я люблю кунжутное масло. Вот это вот кунжутное масло, это из корейской кухни, конечно. Немного добавим сюда кунжутного масла. Он даст аромат такой. Это смесь перцев. Хорошенько поперчим. Я, кстати, часто стал появляться в последнее время без головного убора. Сейчас говорю, я сейчас прохожу лечение по поводу своего сибирейного дерматита. Назначили мне там таблетки, мазь, вот. Ну, вроде как помогают. Не сказал бы, что прям вах-вах, но помогают. Да, посмотрим, вот надо будет опять, на следующей неделе, наверное, опять схожу к врачу. Может быть, он мне, ну, еще назначит, потому что на неделю он мне назначил таблеток. Я пью. Таблеточки, мази. Так. Мне не нравится, что вот эта плита, она как-то не постоянно греется. Она как-то раз и потухает. Почему так происходит? Яички сейчас бахнуть или чуть позже? Да, можно сейчас бахнуть. Ну, пару яичек. Так как я еще завтра буду есть, значит, еще одно яйцо бахну. Бахну еще одно яйцо. Ой, у меня еще есть сыр. Сыр чеддер. Тоже шикарно будет туда. Так, яйца еще присолим немного. Здесь и помидоры. Так что нормально. Соль будет не лишней. У помидоров много жидкости. Понятное дело, это что помидоры. У нас здесь все быстро. Свинина тонко нарезанная, она тоже быстро готовится. Помидорки, им надо пропариться просто. Так что это все быстро готовится. Можно даже это все делать прям с утра, перед работой, допустим. И теперь лучок можно вот просто нарезать вот так. Свежий именно. Я люблю свежий лучок. Сверху выложим его. Скоро тут, блин, скоро будет передача «Смак» с Макаревичем, да? В последнее время я перед вами начал готовить. Как могу, как умею. Так что не обессудьте.
Так, а еще? Еще у меня оставался, я же брал эту хлеб к бургерам, не мог найти булочки для бургера. У меня есть пита, называется. Так, а где она у меня? Она вот здесь. Она у меня вот здесь. Вот она в холодильнике лежала. Ее надо маленько тоже как-то оживить, эту питу. Немного ее тоже обжарить, что ли. Так, металлической ложкой пользоваться нельзя, потому что покрытие портится. Вот так и обжарим. У нас эта пита будет как будто свежая. Сок еще остался. Ну ничего, у нас есть хлебушек, мы обмакнем. В принципе, все готово, в принципе. В принципе, уже все готово. Да. Всем приятного аппетита. О, горячо. У нас тут есть редька. Редька кимчи. Она как с холодильника холодненькая. Еще меня спрашивают, типа, что бывает такое. Типа, что ты не ешь вилкой? Вилкой или ложкой? Я на полном серьезе вам говорю, ребята. Я так здесь давно, я настолько привык к палочкам. Мне палочками есть гораздо удобнее. Понятное дело, допустим, что суп я не буду есть палочками, да, потому что, ну, опять же, корейский суп можно есть палочками и просто припевать бульончик с тарелки. Конечно, борщ никак не получится есть палочками. Кстати, корейцы появляются комментарии о том, что, типа, чтобы я показывал что-то из русской кухни. На самом деле я никогда предвзято, если честно, не относился именно к русской кухне, потому что, ну, русскую кухню я люблю, конечно, но я всегда говорил так. У нас много чего вредного, от чего я давно, допустим, отказался. Тяжелая пища. Картошка, макароны, хлеб, мясо.
свое время, говорю, я отказался. Почему? Потому что у меня проблемы были, в общем, с пищеварением из-за такой тяжелой пищи. Серьезно. И когда я полностью перешел на корейскую пищу, проблемы просто исчезли. Потому что, ну вот опять же, видите, у нас вот исконно, которая славянская пища, да, была, там-то все правильно было. Там была квашеная капуста. Там были квашеные продукты. Огурцы были не такие вот, не маринованные, а именно квашеные. В бочках их квасили. Репа тоже. Репа квашеная была. Ну, много чего было именно полезного. Но мы же от этого от всего давно отошли. У нас сейчас русскую кухню. Вот сейчас вот спроси, не знаю, мне кажется, у школьника. Там, ну, к примеру, 5 блюд русской кухни. Как думаете, что он ответит? Мне кажется, он не назовет, мне кажется, вообще ни одного правильного блюда русской кухни. Ну, хотя, опять же, какой ребенок, да? В каком регионе? Какой ребенок? Я вот всегда старался проводить параллель между кимчи, допустим, у корейцев, да? Кимчи классическая, пекинская капуста, вот эта квашеная, острая. А у нас должна сразу в голове квашеная капуста. Это тоже шикарнейший полезный продукт, который, по идее, ну, для здорового питания вы должны употреблять каждый день. Без шуток. Чтобы вы были максимально здоровыми, вы должны квашеные продукты есть каждый день. Я, честно говоря, не знаю, когда вот это случилось, когда вот это переняли. Вот оливье, допустим. Ну, это же просто холестериновая бомба. Там ни хрена полезного нету. Тонна майонеза. Колбаса. Если оливье делать, точно не с майонезом, точно не с колбасой. Потому что там нифига нету абсолютно натурального. Я сейчас там не делаю никакую рекламу, я говорю от себя, мой собственный опыт, мои собственные наблюдения за своим организмом. По поводу вообще любого переработанного мяса, это касается сосисок, колбас там и тому подобное. Откажитесь от всего во имя вашего здоровья. Понимаете? Если вы не видите, как готовится, допустим, тот или иной продукт, вы не видите, вы не можете это увидеть. Не берите это. Просто не покупайте это. Не употребляйте свой рацион. Потому что если бы вы хоть один раз увидели, как делают сосиски и колбасы на заводах, я думаю, вы бы навсегда от этого отказались. Но вы продолжите это есть и продолжите не знать, что там.
Потому что это дешевле, это проще. Да? Я знаю эти все отмазки. Я всегда говорю, пока человек не столкнется лично вот с какими-то проблемами со здоровьем, например, вообще бесполезно кому что-либо объяснять. Вот это не делай, это не то, это не так. Я знаю на себе. Кто бы мне что ни говорил, я помню, старшие, там, взрослые, родители, родственники. Да. Делаешь то же самое. Пока сам с проблемами, ну, в основном это касается здоровья, да? Когда непосредственно сам сталкиваешься с проблемами, и тебе уже конкретно, допустим, врач тебе говорит, а как часто ты кушаешь, допустим, там вот сахар, там, мучное, там, ну, я, к примеру, говорю, колбасы, сосиски, к примеру. И ты ему рассказываешь правду, а он говорит, что опять же это, к примеру, он говорит, ну, если продолжишь, вот тебе вот 5 лет, допустим, осталось. И ты такой, что? А тут доктор. Ты доктору-то точно поверишь, правильно? И ты перестраиваешь не только питание, ты вообще перестраиваешь свой образ жизни. Но это происходит еще раз. Это происходит только тогда, когда ты сталкиваешься с реальными проблемами. У кого-то они не сразу, у кого-то они позже. Но бывает такое, когда уже поздно что-то менять. И такое тоже бывает. Когда вроде человек и задумался о своем здоровье, а уже поздно. А уже там, не знаю, там рак 3-й степени. Ну, я к примеру, опять же. Страшные разговоры, конечно. Страшные, но они имеют место быть. Поэтому, друзья мои хорошие, дорогие, вот лично, опять же, мой опыт. Беды от сахара, от мучного, вот это нужно употреблять, ну, пару раз в месяц, мучное. Сахар вообще максимально исключить из своей жизни. Напитки вот эти всякие сладкие. Вот. Активный образ жизни минимум, не зря же, вот минимум 10 тысяч шагов в день. Пешие, просто пешие прогулки. Не надо ничего усложнять. Просто пешком вы должны нахаживать каждый день по 10 тысяч шагов. И вот это вот самый такой базовый минимум. Ну и кушайте ферментированные продукты. Вот видите, вот в этом, кстати, вот в этом рассоле, соки, я могу еще заферментировать что-нибудь. То есть я могу сюда свежую редьку, допустим, вот дайкон накромсать, вот этот бульончик. Бактерии все здесь полезные. И у меня опять начнет все кваситься. Закрытая банка будет в холодильнике. И через 3-5 дней уже у меня полностью будет квашеная редька новая. Поэтому это очень хорошая штука. Также от капустного рассола. Капустный рассол, когда вот правильно капуста заквасилась, вы можете хоть что угодно вообще квасить. Вот серьезно, ферментированные продукты, это сейчас модно, но это было популярно много-много веков назад. Когда только пища, как говорится, зарождалась, да, когда только познавали то или иное. И, конечно, пришли к тому, что ферментированные продукты это очень полезно. Вот.
Поэтому заботьтесь, конечно, заботьтесь о своем здоровье. Это самое главное и самое важное, что у нас есть в жизни. Все остальное потом идет. Потому что если у тебя нет здоровья, тебе ничто не в радость. Да? Ни отношения, ни деньги, ничто вообще. Если ты не можешь, да, там что-то. Поэтому здоровье. Будьте здоровы. Пока-пока.